За время своей деятельности я провел в российских школах серию мощных акций. Я собирал опричные гусеницы, назначался депутатом и героем России. И мне казалось, пик абсурда уже был достигнут. До того самого дня, пока я не реализовал в реальности мем с шапочками из фольги. Я до сих пор не верю, что это произошло. Нахожусь и в восторге, и в шоке одновременно. Всем привет! Это Владик Бохан и проект «Триумф Молли». В условиях, когда школы превратились в институт промывки мозгов и подавления, я заставил систему работать против нее самой. От имени чиновников я заставляю педагогов выполнять нелепые задания, возводя государственную пропаганду в абсурд. В ходе этого проекта мы организуем акции по концепту, соответствующей 14 признакам фашизма, определенным итальянским ученым Умберто Эко, чтобы определить степень фашизации общества. В предыдущей серии мы немного стали побегать наших учительниц, чтобы разобрать культ действия ради действия. В этот раз мы разбираем более зловещий критерий – теория заговора. Вставай, 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 русский бег, бежать надо, вставай. Не могу. Вставай. Устала, в глазах темно. Это не усталость, это вон. Вышки 5G, это они облучают, на мозг действуют. И натовцы на здоровье воздействуют. Пошли, бежать надо. Вставай, страна огромная, вставай. Тоталитарные режимы всегда охотно распространяют и навязывают теории заговора. Во-первых, это помогает оправдывать им репрессии. Во-вторых, образ некого незримого, невидимого, но вездесущего врага помогает объединять общество вокруг власти как защитника. Итак, по нашей легенде, злобные натовцы планируют облучать физически и биологически русский народ. Поэтому наши учителя должны будут обучиться сопротивляться этому с помощью примитивных средств защиты, как шапочка из фольги. А ебануть враг планирует по Воронежу. Я уже обучил нейросеть чиновничьему языку, и мне достаточно просто вписать ей, что я хочу, и она выдает результат. Мы используем бланк от заявления старый, даже те же подписи и печати они все равно никогда не смотрят. Для них главное это дата, и потом для мотивации очертить им последствия невыполнения. Еще я вот тут с моим тайным агентом изнутри системы подумал, что стоит добавить фотографию. Я нашел, не знаю в каком контексте, фото каких-то людей возле станции метро ВДНХ в Москве в шапочках. Мы просто сейчас напишем, что это некая школа, которая устроила флешмоб, и отправим в качестве такого веского аргумента, что даже Москва участвовала в подобной акции. И, видимо, стоит и вам. Я тут еще решил, что надо бы, чтобы нейросеть нам составила методичку, как эти шапочки изготавливать, чтобы они не начали шуршать в этих интернетах. Ну, потому что можно догадаться, что это, мем. Поэтому пропишем им четкую и ясную инструкцию. А то пойду читать про квадроберов, начитаются всяких и прочее. Так, потом мы это прикрепляем все. Пускаем в дело нашего господина Воловича, специалиста из «Единой России», пропагандиста, и отправляем. Ну что, если это прокатит, это будет просто огонь. А по телевизору говорили, что американцы эти вместе с бандерами лаборатории понастроили, где голубей-мутантов выращивают, и потом их к нам будут запускать. А спутниковые вышки эти что? Давно люди сказали, что на пейджеры надо уже переходить. Галочка, ты сейчас умрешь. А правду ж говорила. Смотри, положение пришло. Приглашают на мастер-класс по изготовлению подручных средств защиты от воздействия космических спутников. Пишут, надо обеспечить явку. Ну, а ты что думала? По телевизору врать не станут. Вот мы и пойдем. К тому же мы люди подневольные. Положение проведения патриотического мастер-класса «Шлем Отечества» Воронежской области. Настоящее положение определяет порядок организации проведения всероссийского патриотического мастер-класса «Шлем Отечества» среди педагогов школ. Цель мастер-класса – укрепление патриотизма,
повышение осведомленности и навыков педагогов в области практических занятий по гражданской обороне, умение работать с подручными материалами для изготовления примитивных средств защиты, на фоне угрозы применения спутниковых и радиоэлектронных средств со стороны НАТО, формирование навыков работы с фольгой и создание предметов из подручных материалов, самозащита от потенциальных угроз для последующей передачи навыков учащихся, развитие творческих и инженерных способностей. Фотоотчет должен включать этапы изготовления шапочки и финальное фото в готовых шапочках на фоне патриотической символики. Отчеты необходимо отправить на электронный адрес секретно до секретного числа, включительно не позднее 16:00. Ну шо, блядь, готовы? Ну что, готовы? Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Не, ну это серьезно? Ну, конечно, это все серьезно, это вам не шутки. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Бля, трындец, они реально эти шапки делают по технологии. По методичке. Там все написано. Там и все то есть написано. в зависимости от того, у кого какие умения, блин, они делают эти шапки. У этой получилось трифугольник, а у этой прям с пимпочкой. Стоячий. Ну, у кого что. Это капец просто. Ну вот она, так у нее с пимпочкой, потому что она вот у нее колечко там. Она замужем. А вот это стоячий. У нее такая пимпочка. У него. Это трындец просто. Я в шоке. Вот в это время преподаватели, учителя, они могли бы заниматься чем-нибудь полезным. Верно. Но неужели отсутствует критическое мышление вообще, в принципе, у людей? Там, я думаю, отсутствует. Так причем, смотрите, в это все поверить. Одно дело, если бы они это делали на, как говорится, отъебись, но просто давайте вот запустим видео, и вы поймете, что им по кайфу. Смотрите, они довольны. Они целый час минимум потратили на эту фигню. Шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт. Давай дальше, что там? Еще есть дебилы такие? Сегодня мы с вами будем делать шлем, который способен защитить нас от внешних врагов. Я приветствую вас. И вместе со мной вас приветствуют активисты нашего школьного первичного отделения РДДМ. Всем привет! Привет! Здравствуйте! И это ж кроме этого, им же там всякую фигню еще присылают, чтобы они разной другой фигней занимались. Да, если у них полазить по почтам и аккаунтам, некоторые еще в ВКонтакте себе выложили это. Да, посмотрите, как красиво. Шлем, это я поняла, потому что там есть лента. Игривый взгляд-то какой такой. Еще раз. Сегодня мы с вами изготовили шлем Отечества. Изготовление шлема – это не только полезное и увлекательное занятие, но еще и необходимость защиты. Такой шлем вас может защитить от внешней угрозы. Меня пугает их серьезность. Пусть шлем, который сделаете вы сами собственными руками, станет средством защиты от внешних врагов нашей прекрасной страны. То есть она ассоциирует себя с Родиной. Она на себя напялила эту дебильную шапку, и она такая: готовность защищать Родину. А это отчасти сейчас лопнет. Да не все сейчас отчасти лопнут. Так вот вопрос в чем? Им это нравится? Трындец просто. Это просто трындец. Давай дальше. Нет, так им не важно в чем. Они просто хотят вот этой славы. Вот они Кому сняли. эту славу они показывают? Я они думаю, же что дают этой славы, отчет. которую они получат, они не будут Они же дают хотеть. отчет. Они же не знают, что они будут прославлены. Не, ну выражение лиц, конечно, у них. Патриотично, духовное, да? Опять же, видите, все на женщинах, на педагогах. Но они очень президент, между устают. прочим, с ними. С ними. Он их подбадривает, поэтому они и могут вечером остаться и что-то еще сделать на благо Родины. Да, вот. А это, посмотрите, какой меч Отечества сверху. Замечательный. Ну, прекрасная шапочка. Я ученица 8 класса МКО Николаевской СОЖ Аннинского муниципального района. Представляю вашему вниманию шапочку из фольги, представляющую из себя подручное средство для защиты от радиоэлектронных и спутниковых угроз. Ношение шапочки из фольги – это защита от воздействия служб, которые применяют
электромагнитное оружие и воздействие на людей. В лучшем случае это технологичное чтение мыслей, Технологичное а также Технологичное чтение мыслей. Подожди. Еще одно немаловажное свойство шапочки из фольги – это способность концентрации положительных вибраций космоса. Ношение шапочки помогает ты писал? не просто Нет, это не я. снизить тревожность, но и испытать чувство полной защищенности и умиротворения, Девочка, а также защищает от утечки жизненной энергии. Ну что, мещане проклятые, которые там тревожность, Где не в взяли? инстаграмах пишите про свою там тревожность, там сопли. Вот, шапочку сделали, тревожность снизили. Ну это, я не знаю, откуда они этот текст взяли. Откуда? Ты посмотри, как Методички? высоконаучно. Она, может, скатала откуда-то с какого-нибудь аппликатора Кузнецова, что это очень так хорошо помогает, а потом вот эту на эту шапку. Я в шоке. Она Вот. нервно сглатывает, она... Восьмиклассница, я так поняла, да? Это ребенок какой-то. Ну, вот в первом видосике, где они полностью слезали текст, вот в методичке это нейросеть сгенерировала им этот текст. Здесь вот это полностью полная фантазия. То есть она не только сделала Я шапочку, полагаю, одела что- на свою сестру, я так предполагаю, она еще и вот это вот все накатала, где-то лазила, вот это все Вопрос к скатала. Наталье Юрьевной, которая предоставила это видео. Очень страшно за узколобость, за тупость, за отсутствие вообще, в принципе, всего и вот там вот увиденного. Ну, духовно. Тут очень духовно было. Это просто пиздец. Браво. О, еще одни. Это как их зацепило это объяснительное, что они дристанули в лапти и спустя неделю что-то присылают, пишут: извините, все в отпусках, что смогли, сделали. Сейчас посмотрим. Либо надо опять детей нарядили. Ну ладно, раз так они, даже спустя неделю ответственно подошли, напишем им: информация принята, спасибо, Родина под защитой. Так. Аминь. Тут одна замповоспитательная прислала объяснительную, очень сожалеет, что не смогли принять участие, потому что весь коллектив в отпусках. Бедняга. Как же она там? Прям представляю, как она одиноко стоит в комнате, по окну стекают ручейками тяжелые капли, а она туманным взглядом смотрит сквозь пространство серой дымки и представляет, как она могла бы веселиться, проводить мастер-класс. Блять, что-то даже жалко стало. Напишу: не переживайте, в следующий раз обязательно получите. И эмодзи с обнимашкой. Если честно, я вообще не думал, что это прокатит. То есть что угодно, но шапки с фольги, ну это же просто абсурд. Но в принципе, если так подумать, то в атмосфере, когда рассказывают про планы Даллеса, про Обаму, который обсыкает подъезды, или про солдат НАТО, которые только и спят и мечтают, как спиздить весь валежник и закопать очковые сортиры, то это неудивительно. Не, ни черта! Выкуси! Гореть будет в аду ваш Запад! Гореть! Ну что, друзья мои, по этому критерию мы тоже ставим галочку. А вы ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Поверьте, он будет огненный.